Всем привет, друзья! Сегодня у нас небольшой быстрый обзор бюджетного Wi-Fi роутера Xiaomi Mi Router 4C. Модель не новая и покупал я его на Яндекс.Маркете, а ссылка на него, как всегда, в описании видеоролика. Также в который раз хочу порекомендовать вам свою группу ВКонтакте, где я размещаю ссылки на различные акции, скидки и просто интересные товары с различных маркетплейсов и интернет-магазинов. Еще не забываем, что в группе ВКонтакте можно приобрести сюрприз-бокс с товарами с маркетплейсов. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется девайс в коробке из плотного картона с изображением устройства и краткими характеристиками. Внутри информативная мультиязычная инструкция, сам роутер, блок питания для него на 5 вольт 1 ампер и патч-корд длиной 1 метр. Вес роутера 189 грамм. Габаритные размеры 254 на 195 и высота 22 мм без учета антенн, с антеннами 107 мм. Девайс сделан в минималистичном стиле компании Xiaomi из белого софт-тач пластика. На верхней части расположились два светодиодных индикатора работы, один отвечает за питание, второй за наличие интернета. Также на лицевой части находится фирменный логотип Xiaomi. Нижняя часть сделана из перфорированного пластика для охлаждения. Ножки имеются, но не прорезиненные, которые не несут за собой никакой функциональной устойчивости, и роутер неплохо так катается по гладкой поверхности. Как и говорил, все бюджетно. Также нет возможности крепления на стену. На тыльной части расположились интернет-порт или WAN для подключения кабеля провайдера вашего интернета, два сетевых порта с максимальной пропускной способностью 100 Мбит в секунду, разъем питания и кнопка для сброса устройства к заводским настройкам. Летим дальше. Что по характеристикам? На борту процессор MT7625DA, 64 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти. Роутер работает только в одном диапазоне 2,4 ГГц, поддержки 5 ГГц нет, поэтому он и бюджетный. Стандарты Wi-Fi 802.11 ABGN. Максимальная скорость Wi-Fi по всем диапазонам 300 Мбит в секунду. Алгоритмы и протоколы, обеспечивающие защиту данных в беспроводных сетях, Web, WPA и WPA2. Удаленное управление роутером через приложение предусмотрено, однако его давно никто не обновлял и на свежую версию Android его установить не получится. При первом подключении роутер попросит зарегистрироваться, причем неважно на каком устройстве вы будете это делать, на телефоне или на компьютере. В инструкции все подробно написано по первому включению девайса. Летим дальше. Тестировал я роутер Xiaomi через Wi-Fi с телефона Samsung A52. Результаты тестов вы можете наблюдать на экране. Да, кому-то может показаться, что скорость маленькая, но тут все зависит не только от роутера, много зависит от поставщика интернета, и у нас бывает такое, что интернет вовсе пропадает. Но скорость роутер все равно немного режет. Каких-то обрывов связи за время пользования данным роутером я не наблюдал. Проводил тесты скорости и через две стены из дальнего угла квартиры. Скорость, конечно, была ниже, но не намного. Что по итогу? Подводя итог, хочу сказать, что бюджетный Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C имеет место быть. Да, модель не новая, но до сих пор это рабочая бюджетная лошадка. Конечно, не без минусов. Нет поддержки сети на частоте 5 ГГц, поэтому в квартире, где поблизости находится большое количество других роутеров, я бы его не стал советовать использовать. Для какого-нибудь загородного дома, где никто не будет перебивать сигнал, это самый отличный бюджетный вариант. Из плюсов здесь дизайн и цена. За такую цену сейчас мало что можно купить, а вот роутер из обзора можно. Актуальную цену можете посмотреть по ссылке в описании видеоролика. А покупать или нет, решать только вам. Я лишь снимаю обзоры. Обязательно заглядывайте в группу ВКонтакте и телеграм-канал со скидками. А с вами был, как всегда, Иван. Это канал обзоров. До скорых встреч. Пока-пока.